В ремонт поступила вытяжка трехскоростная. Управление этой вытяжки не ручное. А как ни странно, управление этой вытяжки у нас на радиоуправлении. То есть вот здесь у нас находится антенна. Эта антенна у нас порядка 900, в районе 900, 850, 900, может быть чуть больше мегагерц. Здесь стоит, то есть сигналы поступают на эту антенну. Вот здесь они этим контроллером обрабатываются, эти сигналы. И далее на выходе этого контроллера поступают на следующий контроллер, на процессор, в котором прошита программа вытяжки. И на основании поступивших сигналов делается вывод и, соответственно, включается первая, вторая, третья скорость. Либо включается, отключается у нас, это у нас здесь подключен датчик. Если увеличивается температура вытягиваемого воздуха, то у нас, соответственно, меняется скорость. Если мы включили, допустим, первую скорость, у нас пошла первая скорость, то если температура у нас, пар увеличивается, температура увеличивается под вытяжкой, то, соответственно, у нас идет переключение на вторую, либо на третью скорость. Итак, у нас есть пульт управления, радиоуправления. Эта вытяжка может у нас находиться, допустим, не обязательно вот перед нами, что мы должны, чтобы у нас был пульт управления инфракрасный. Здесь мы можем находиться даже на улице, запустить вытяжку, если мы ее забыли запустить, и она уже сама в автоматическом режиме будет регулировать скоростя в зависимости от температуры под вытяжкой. Ну и так далее. Если температура будет уменьшаться под вытяжкой, то, соответственно, скорость будет уменьшаться вплоть до полного выключения вытяжки. Итак, здесь у нас находится термодатчик. Вот здесь у нас стабилизатор напряжения и выравнивающий конденсатор, фильтрующий. Стабилизатор напряжения на 5 вольт. На него поступает напряжение с трансформатора, которое выпрямляется вот этим мостиком диодным, порядка 15 вольт. На выходе 5 вольт. Далее сигналы с контроллера поступают на драйвера, которые находятся между контроллерами и семисторами, выходными семисторами, которые управляют включением скоростей, управляют включением, переключением скоростей нашего двигателя. Двигатель подключается вот здесь. Сюда подается питание. Далее, это у нас драйвера, это у нас оптопары. И в зависимости от сигнала на входе оптопары меняется сигнал на выходе оптопары, и, соответственно, у нас идет включение или закрытие, или открытие семисторов, которые, соответственно, включают скорость, которая находится на выходе. Но не только они включают эту скорость непосредственно, также на каждом канале скорость может меняться в зависимости от напряжения на выходе, потому что двигатель, который подключается у нас здесь, он меняет свою скорость в зависимости от сигнала на выходе вот этого драйвера и этого драйвера. То есть получается, что у нас 3 скорости, но каждая скорость, если была включена третья скорость может менять скорость вращения в пределах своей третьей скорости. Вторая скорость может менять скорость вращения в пределах второй скорости вращения. То есть вот такая у нас вытяжка, как искусственный интеллект. Типа этого. Вот, что же случилось? Случилось то, что у нас в разнобой начали выключаться выходные каскады, двигатель начал работать не совсем корректно. Было проверено, что двигатель исправен.
и все обмотки его исправны. То есть он в нормальном состоянии, как механическая часть, так и электрическая часть. Причина оказалась в следующем. Вышли из строя вот эти два контроллера. То есть не то, что они вышли из строя, а их функционал стал некорректен. То есть у нас появилась ситуация, когда включение вот этих каналов они не должны были включаться, вторая, третья скорость, а работать только первая. Но происходило при работе первой скорости почему-то начинала вращаться вторая, и то есть двигатель вел себя не совсем корректно. Что было сделано? Проверив все входные каскады напряжения на вот этой управляющей части, проверив напряжение на стабилизаторе, оно было в норме, было замечено, что некорректно себя ведут вот эти драйвера. Эти драйвера – это у нас оптопары. Заменив эту оптопару и эту оптопару, вытяжка пришла в прекрасное работоспособное состояние. Поэтому было принято решение заменить еще и вот эту оптопару. То есть 3 оптопары были заменены. И вытяжка начала работать корректно. То есть корректно у нас на команды с пульта управления, радиопульта управления. Корректно начали включаться скоростя, корректно начали переключаться на каждой скорости при автоматической регулировке скорости вращения в зависимости от температуры, от показаний термодатчика. Все начало работать корректно. То есть на первой скорости пределы первой, на второй пределы второй и на третьей пределы третьей. Вот такая интересная вытяжка попала в ремонт. И, соответственно, отремонтировали, заменив вот эти оптопары. Кстати, замечу, что такая ситуация встречалась на вытяжке, если не ошибаюсь. Название у нее, кажется, то ли Элика, то ли Горение. Такая большая, профессиональная, можно сказать, вытяжка. На ней было 6 скоростей и было 6 вот таких оптопар. И ситуация была та же. До того момента, покуда оптопары не были заменены, вытяжка не работала корректно. Нужно было, правда, заменить 2 оптопары, но заменили сразу все, сколько их там было, и вытяжка пришла в работоспособное состояние. Вот. Ну вот пока все. Вот таким образом была отремонтирована данная вытяжка.